Так, вроде как все пошло, да. Так, картинка есть. Звук тоже есть. Все отлично. Так, сейчас, секунду, последнее приготовление. Так, ну все. Что у нас тут? Отлично. Только зашел в игру, и кабанчик вот уже на 3-м уровне повиновения. Submissive. Найс. Меньше попрошайничать будет. Так. Ха-ха-ха. Что у нас? Целый список квестов в западном краю получается. В западном крае. Ну, сначала сделаем самое простое. Это, естественно, поговори, передай. A Swift message. Сейчас мы сделаем это. А дальше, я думаю, методично по одному квестику буду дальше делать в западном крае. Периодически переходить в Красногорье. Буду делать чисто самые легкие, которые первые там квесты. Которые я уже неоднократно делал. За других персонажей. И, ну, на всякий случай все-таки соберу набор квестов на подземелье. А вот дальше уже буду думать. Посмотрю, как там в гильдии, вот, если будет прям активно собираться народ на мертвой копе, то, может быть, с 22-го, 20-го, так, плюс-минус, может быть, и схожу, так уж и быть. Но если бы у меня был выбор, я бы все же лучше не в мертвой копе пошел, а в пещере стенаний. С надеждой на то, чтобы я смог выбить там лук. Так, Вейлин Кавернс. Лорд Серпентис, Веном Страйк. Вот его бы я точно хотел себе выбить. Так, что у нас тут? Так, ну первый квест пока что брать тут не буду. На данж. Чисто лишнее место будет занимать. Так, 5 очков у меня, получается, тут есть. Следующий, наверное, просто вкачаю сюда 2. Чтобы на всякий случай все-таки было. А то мало ли. Питомца завалят, надо будет его быстренько резнуть. Чтобы не было лишнего повода для паники. Там убегать, дергаться, там, я не знаю, волноваться и так далее. Я просто кастану Revive Pet. И все. И в итоге он воскреснет за сколько секунд? За 4 секунды. Тоже каст, конечно, не короткий, но все же это лучше, чем 10. Мана кост будет на 40% ниже. Это тоже плюс. Огроменный плюс. And increase the health your pet. Отлично. И health тоже. ХП будет на 30% больше у питомца. Так, у него будет 15 и будет еще сверху. Отлично. То есть, по сути, он сможет полноценно практически вступить в бой после воскрешения с этим улучшенным талантом. Тут посмотрим. Может быть, я даже поставлю на другой бинт. Потому что СБ не такой уж и удобный. Ну, тут в зависимости от ситуации. Если прям действительно он будет так часто помирать, тогда да. Тогда
перекину. Может быть, на SR какой-нибудь. Так будет удобнее. А так, что у нас тут в целом, кстати, по сути, тот же сет Клыка, он тоже как бы неплохой. Статы он нормальные дает. Ловкость, ХП. Сет бонус, конечно, он такой себе. Чисто вот на 3 шмотки нормальный сет бонус. А все остальное фигня. Вот, штанцы хорошие дает тоже. Хоть это, правда, сет чисто на друида, я бы сказал. Штанцы тоже больше на друида, чем на охотника. Ну, что-то лучше, чем ничего. Так, а Deadmines у нас... Ну, первые боссы. Особо ничего такого хорошего. Ну, вот разве что ботинок. Топор надо выучить носить. Не знаю, буду ли я тратить свои... А, у меня еще и денег-то толком нет, надо будет заняться фармом, наверное, на каком-то уровне. Надо будет отвести время на фарм. Вот только где именно пофармить? И кого? Чтобы заработать с продажи мусора, я не знаю. Или еще чего-то. Я просто еще до конца не понял, в чем прикол, почему люди, когда продают какие-то вещи, они пишут примерный уровень. Я так понимаю, видимо, есть определенный диапазон, когда можно продавать кому-то по левелу. Так, ладно. Что у нас тут? Получается, ингредиенты будем фармить. На всю эту похлебку и так далее. Ну и по ходу дела буду, наверное, продавать тогда
Понял. Ну вот, отлично. Значит, получается плюс-минус 5 левелов. Можно торговаться. То есть, чем раньше я избавлюсь от своих вот первых ресурсов, которые у меня сейчас вот в банке там, малахит, тигриный глаз, вот эта вот вся хрень, тем лучше, потому что потом он, ну, никому не понадобится. Надо будет как-нибудь тогда вернуться в столицу, посмотреть, что у меня там в банке есть. И все это взять и распродать где-нибудь на местной барахолке. Я так и подозревал, потому что, ну, логично то, что нельзя торговать, допустим, если коллега по торговле, там, выше, не знаю, ну, тот же условный какой-нибудь 60-й левел. Или 50-й, а ты там 10-й. Разумеется, что у него больше золота, больше ресурсов. Но аукцион наверняка полностью под запретом. Поэтому у нас экономика просто вот среди игроков образовывается. Ну что ж, понятно. Так, похилим питомца. Первый раз в своей жизни, кстати, использую. Ну, точнее, за жизнь этого персонажа использую хил. Для своего кабанчика. Что-то я смотрю, частенько резистит таунт. Насчет обучения тоже надо глянуть, что у него тут точно. 16 очков есть. Сейчас мы ему прокачаем. Все, по сути, можно прокачать. Найс. Кабанчик превращается в танчик. Так, и... Чё, больше гнолов не рисуется тут? Все больше и больше у меня появляется такая мысль, то что чем больше народу в какой-то определенной локации сражаются, или даже вот в подлокации, там, мини-локации, да, соответственно, чем вот больше, тем быстрее спаунится крипы. Сколько сейчас, вот, кстати, народу у нас играет? 3200. Из них хардкорщики 834. Ну, если примерно посчитать, то это, ну, грубо говоря, 1/3. Not bad. Ладно. Пусть гнолы спаунятся, а я пойду мурлоков отстреливать. Мурлоки, мурлоки. Коустрайнер. Так, тут главное не жадничать. И по одному, по два максимум брать. Я смотрю, не послабее, чем гнола. Но все же, рисковать не стоит. Так. Идем дальше по побережью. Я думаю, прокачивать ли мне Improvement Pad? Потому что он тогда дает 30% шанс, то, что я смогу его диспельнуть. Всякую бредятину.
Я думаю, надо, не надо. Интересно, это больше полезно в ПВЕ или ПВП? Так, ну давай в бой. А вот скорость передвижения питомца, я думаю, все-таки надо. Потому что он бежит, по сути, с такой же скоростью, как и я. А нужно, чтобы он поскорее затегнул, скажем так, моба. Саграл. Так, двое есть. Один глаз. Ага. Так, там большая слишком пачка. Поэтому на пачку я не полезу. Вот глаза как-то у мурлоков, конечно, неактивно падают, я смотрю.
Что у нас там по сумкам? Пока еще нормально, терпимо. Тут пофармлю, потом все продам. Приветик, приветик. Для кулинарии. А, ну да, да, да. Частенько тут из мурлоков падают эти штуки, в которых можно залутать. У меня, правда, еще ни одной не было. А кулинарию, кстати, я, наверное, никогда в своей жизни, вот сколько я в Warcraft играю, никогда в жизни, наверное, толком и не прокачивал. Как-то не привык. Пробовал рыбалку, первую помощь, естественно, всегда. А вот как-то кулинарию было лень прокачивать. Может быть, один раз чисто чуть-чуть попробовал, потом забил. А так я вот хочу пофармить, чтобы выбить именно карту. Карту сокровищ капитана Сандерса. Так как это у меня хардкор режим, этот квест мне очень пригодится. Так, что это у нас тут? Спирит. Нормально. Ремешок. Ладно, добавим в коллекцию. Сегодня, благо, как-то себя более уверенно чувствую со своим кабаном. Могу спокойно фармить, делать квестики и не бояться за то, что меня кто-то завалит. Это если сравниваю с предыдущими стримами, где я только начинал за ханта играть. Было прям пару моментов, где ну вообще опасно. Я знаю, кстати, насчет кулинарии, то, что в классике там какие-то бонусы, вроде последняя еда. Там какие-то кальмары или что-то вроде того. Они прям под конец профессии появляются там. Я просто привык всегда то, что еда либо выбивается где-то с мобов, ну или я просто покупаю. И, допустим, пока я прокачиваюсь, если я условный какой-нибудь 45-й левел, то я могу покупать, допустим, еду для 35-го левела, а то и для 25-го левела. То есть на этом я экономил. Так, ладно, надо почистить сумки. Ну, там эти первые бонусы с кулинарии, да, они есть. Они там совсем скромные, там КП повышают. Я знаю, да? Там насколько там единиц там небольшое. Ну, не знаю, спорить не стану. Возможно, это и правда прям полезно, и я это недооцениваю. Я просто как-то, действительно, вот это вот одна из тех профессий, которые я вообще как-то не прокачивал. А карту надо сначала еще выбить, кстати. Вот она падает именно с этих, с мурлоков. И потом там уже будет по подсказкам ходить туда-сюда, и финишная часть, да, она там на островке заканчивается. Там будет сундучок, и там его заканчивать надо будет. Так, а чё кабан стоял?
Опа. Блин, слепая зона, вот это вот бесит. Внутри дома прям. Ну, есть кастомный, да. Как бы. Один, который тут на черепахе добавили. Но, по-моему, он еще недоступен. Он где-то здесь берется, вот. Судя по Perfect Quest аддону, он еще недоступен. А вот тот, который с оригинальной классики, вот там надо именно выбить. Не-не-не. Он не берется. Нужно выбить именно карту. Тут вот я когда о ней вот первый раз сегодня заговорил, прям сразу даже в чате один из хардкорщиков линк дал, ссылочку на эту вот, на карту. Там же, где сдается вот основной квест классический, там начинается вот кастомный. Вот это я знаю точно. А так вот я чуть позже вернусь, буду фармить мурлоков, чтобы именно вот специально выбить эту карту. И с нее вот начать квест. На сокровище. Там он даст серебряный слиток, рубашку, по-моему, сумку и ремень, по-моему, наверное, красный ремень. Ух ты, ах ты. Полная сумка. А тут еще зеленая шмотка. Ну вот, проблемы с сумками начались. Понимаю. Что тут еще у нас дешевое прям. Вот так вот сделаю. Так. Надо срочно бежать продавать. Шестислотные сумки, кстати, выбил очень быстро. А вот дальше все пошло тяжелее. Одну только восьмислотку достал по квесту и все. Тем более у Ханта ограничения, у него же колчан в одном слоте. Правда, это не обязательно, я знаю. Можно, по-моему, в обычную сумку складывать стрелы, но тогда не будет бонуса к скорости атаки. Да. Так, вроде тут же есть продавец. Ничего нет. Понял, не успел. Ладно. Так, что за трава? Брус Свит. Так, продаем весь мусор. Так, на дробящий Хант, по-моему, носить не может. Тем более, все равно это фигня полнейшая. Перчаточки тоже фигня. Что тут еще можно продать? Так, надо еще одну окру собрать. Тогда я освобожусь от лишних вещей в сумке. Сегодня как-то народ не так много, смотрю. Хотя вроде показывают 3200. Понедельник сразу как зашел.
где-то в полдень или в час, и было, по-моему, 6000 онлайн. Ну, день просто был праздничный, выходной. Так, получается, оба квеста могу сдать. Вроде да. Часы я достал. 8 этих штук тоже достал. Да. О, а вот и окра есть. Отлично. Так, надо освободить немного места, потому что, по-моему, вознаграждение тоже там много чего даст. Да. Хорошо, когда есть люди, которые бафают. Я охотник, мне бафнуть их, конечно, нечем. Но, по сути, каждый стрим радует. Кто-нибудь добафнет. Друид, прист вот постоянно бафают. Маги, по-моему, почти никогда. Паладины тоже еще бафают. Правда, пока что только кулак. Который, по сути, бесполезен. Так, отлично, хлеб, молоко. Пригодится. Ага, 4 слота, но это фигня. Плащ тоже продам. Коллекцию только добавлю. Точно, еще этот квест надо сдать. Там просто продолжение будет следующее. Надо будет опять лутать этих големов. Лучше сразу сдать. Пока у меня активен квест вот этот вот. На убийство големов. Так, кормим. Блин, вот я всегда замечал то, что в западном краю вот этой вот травы всегда тут полно. Брус вид. А навык нужен целая сотня. Чтобы ее собирать, по-моему, сотня. Ровно. Такой резкий скачок. Там Mage Royal, по-моему, собирается с навыка 50 или сколько нужен. Астротерн тоже собирается где-то плюс-минус так. 75, может быть, максимум нужен навык. И потом от Брусвит от 100. Очень так неудобно.
О, отлично. Плюс 5 серебра. Сколько у меня тут? Потихоньку отбиваю сумму. Я вчера просто потратил деньги, купил себе лук на будущее. На 16 левел. Он практически все мои сбережения потратил. Так, фласку фойла ставим. На квест. Это тут все продадим. Угу. Так. Почти 15-й. Совсем чуть-чуть не хватает. Так, ну думаю, лучше сначала разобраться с кабанами. Потому что их, наверное, реально долго придется опять фармить, как я это делал со своим первым охотником, первым персонажем на этом сервере. Сколько я фармил это все? Полчаса, наверное. Непрерывно. Так, отлично. 15 левел, тогда прокачиваем сначала улучшенное воскрешение. Вон кабанчики еще упустили. Тут еще, в принципе, на горе нужны. Бандиты там есть нужные по квесту. Можно туда подойти. Да, начинается вот сколько я тут уже 3, наверное, убил, да? Кабанов. И вот не падает. Вот этот квест точно у меня отберет каких-нибудь полчаса. Буду бегать, фармить. Так, тут бандиты кончились, все? Видимо, да. Я подметил, кстати, то, что палатки, которые тут по новой профессии, они хардкорщикам тоже дают бонусный опыт от отдыха. Я думаю, это, наверное, скажем так, абьюз системы. По сути, будешь тоже быстрее получать опыт. И вот буду стараться их избегать, если они там будут где-то стоять, там в том же Златоземье. Так. 3 чувака. Ну ладно. Рискнем. Если что, у меня есть отхилка на кабана. Ну, нормально. Живем. Да, вот в такие ситуации,
когда за ханта убиваешь сразу троих, вспоминаешь, как же воины страдают в хардкоре. Как же у них все вот это вот происходит. Я не представляю, хоть я вот вчера глянул в нашей гильдии, когда ты становишься хардкор игроком, тебя закидывают в другую гильдию, там, где все хардкорщики. Я посмотрел, там все были 60-го левела. Вот, небольшой списочек, и вот большинство там было воины вчера. И я вот удивлялся, блин, ребята, ну вы там, конечно, наверное, страдали жутко. С этим гриндом. Наверняка постоянно зеленых мобов стукали. Поэтому это, наверное, очень как-то сложно вот почувствовать ту самую разницу. Я вот за воина еще особо как-то вот на классике, наверное, за воина не играл. Я его только пробовал, начиная с Лича. И то он мне даже на Личе не понравился. Для меня самый такой приятный воин был на БФА Фури воин. Мало кнопок, очень хорошая выживаемость и в ПВП, и в ПВЕ. В принципе, норм такой был. А вот классический хардкор воин, ну тут, блин, сложно представить. Это прям ребята вот с хорошей психикой, я бы сказал. Которые рискуют играть. Что у нас, кстати, тут по максимальному? Сегодня я только вижу вот одного. Вчера, по-моему, было тоже человек, наверное, 6 в 60-х. И из них, наверное, 4 воина каких-то было. Вот им прям, ну, респект большой. Молодцы, ребята. А сегодня он 3 друида. Тоже неплохо. Прист. Да. Так. Големов, наверное, потом. Продолжу с бандитами. Бандиты и кабаны. Не тем батоном покормил. Печаль, тоска. Да, также те, которые играют за хантов, хочу напомнить то, что если питомца кормить, и вот выставить еду, которую ты будешь кормить, допустим, вот батон, и вот нажать Feed Pet, и потом нажать на какую-то еду именно на панельке, то это не засчитается как кормление. Я не знаю почему. Это баг или фича какая-то, вот непонятно. Ты вроде бы покормишь его, но счастья ему не добавится. И так ты будешь просто бесцельно тратить еду. Поэтому, к сожалению, я вот постоянно открываю сумку и тогда вот нажимаю кормление, выбираю еду. Я вот не помню, на официальной классике была такая же фигня или нет. И насчет макроса тоже вот не знаю, есть ли какой-то удобный макрос. Можно ли придумать, связанный с кормлением питомца. Пока вот я только сделал два. На атаку питомца и на отступление. Чтобы удобно так контролировать на всякий случай. Так что вот эту панельку я, ну, не использую практически никогда. Так, это ну что? Спирит. У меня еще спирит есть. 8 минут, потом бафну. Так, ткань. 18 штук. Неплохо, кстати. Я вчера прокачал до 53. Скоро смогу, по-моему, следующий. Вот не помню, 60, наверное, или 80 надо. Навык. Для следующих бинтов.
Опа, вот заспавнилась снова эта пачка. Ща. Пошел в бой. И на этого сразу же. Мои. В принципе, я бы и троих тоже засорил. Я только что это сделал. Ну, точнее, минут 5 назад. До пол хп даже не довели. Кабана. Думаю, даже питомца не буду менять. Это, наверное, самый универсальный для прокачки. Хорошие обилки, кушает все. Вообще удобно. Хоть иногда, правда, есть варианты, о которых стоит подумать, типа вот совы. Я вот не помню, почему я брал как-то сову давно, когда играл на ханте. Ну и кошку. Кошку просто потому, что нравится кошка. У нее есть стелс. Да и ДПС она вносит хороший. Блин, не успел тегнуть. Ну ладно, не страшно. Сейчас вроде как тут народу больше появилось, и, соответственно, быстрее спаунятся мобы. Интересное совпадение. Так, сумки пока плюс-минус свободные. А вот сегодня и завтра еще буду думать, идти в подземелье или нет. Потому что изначально я подумал забить полностью на подземелье. И прокачиваться только на квестах снаружи. Но вот вспомнил, тут же в данже можно выбить хороший лук в начале. Я тут уже его смотрел. Блин, по кайфу было бы, конечно. У меня его вроде особо и никогда не было. За всю практику на ханте. Но было бы очень неплохо выбить его. Так. Одна бандана. 9 из 15 смаглеров. Понял. Опа. Кто-то там умирает? Воин умирает. Хардкорщик или нет? Вот в чем вопрос. Ну, жадность фрая разгубила. Пусть сам разбирается. Вроде не хардкорщик, он вроде просто в PvE режиме. Так, 10 из 15. Вот тут еще, по-моему. Да. Думаю, здесь, наверное, добью этот квест. Обычно я просто ходил на рудник, который вот здесь вот находится. В пещеру. Там тоже дофига этих вот NPC. Но в этот раз как-то не захотел. Так, это у нас траппер. Трапперы не нужны.
Офигеть. Вы издеваетесь. Так, в принципе, да, можно там пофармить. Или нет? Ладно. Так. Тут тоже смотрю под прицелом один. Ладно. Так, ну этого. Saldan's Farm is under attack. Так. Я же тут нахожусь. Как раз таки это и есть эта ферма. Ну-ка. Блин, я еще как раз на зло не приобрел заклинание дальний взор, вот, чтобы далеко смотреть. Сэкономил деньги. Орду не вижу. Не успею. А, нет. Успею. Тут, кстати, последние дни я вот тут вот играл, правда, за другого персонажа, не за хардкор. И чувак, 20 левел, орк-воин. Ну, прям там заряжен по самое не могу. Да, 20-й воин. По хп сколько у него там было? По-моему, 1300, наверное, хп. У него там и зелья были, и free action potion были. Я его вот много раз замечал. Я тогда прокачивал. Мне вот тут уже готов есть друид 19 левела. Я его буду использовать как твинка на 19 левеле БГ. Поэтому когда-нибудь, когда будет свободное время, я, может быть, постримлю именно БГ на твинке. Или просто видос сделаю. И вот когда я его прокачивал, этого друида, я видел этого воина, он там мешал. Просто всех рубил. Там приходилось его прям группой убивать. Лич Кинг, do you really have nothing better to do? Понял. Лич Кинг это охотник. Это андет охотник, я его тоже видел. Это андет охотник, по-моему, 16 левела или 18, по крайней мере, последний раз я его видел. Таким. Ну, такой. Я бы сказал, идиот, скорее всего. Потому что он всегда готов подставить себя, там, я не знаю. Увидит группу людей и тут же на них нападать будет. Я его встретил, когда делал эскорт-квест на предателя. Предателя Братства Справедливости. И он прям возле этого Мунбрука, когда мы подходили к Мунбруку, он прям там нас и встретил. Пришлось немного проучить. Так, а может быть он на том поле? Там что-то смотрю много ПВП-шеров. Ну ладно. Надо помнить, то, что у меня ПВЕ режим, я не должен атаковать Орду. Иначе это ГГ. Он-то по-любому твинк. Хоть как-то одет. Так, что у нас тут? Кинжальчик дропнул. Nature Spell Damage. Fuck this shit. Продам. Были бы, конечно, полезные они. Там другими статами, но не для меня. Я бы, конечно, тогда продал другим игрокам. А так.
плюс 3 к такому урону, плюс 3 к такому. Уже в который раз падает подобная шмотка. Черепашьи всадники. Так, а я 15-й. Квест на черепаху доступен с 18-го. Я еще подумаю, делать его или нет, потому что черепаха на самом деле без бонуса на... Когда, вот, ну, не покупаешь именно навык ездовой верховой езды, то, по-моему, бесполезно вообще. Особенно если ты охотник или друид. Бонус будет прям вообще либо незначительный, либо еще хуже.
Изи. Кабаны, потом гнолы добить. Так, что за хрень? А, все в порядке. Показалось. Показалось, что у меня лаги. Ну ладно. Хотя, в принципе, кстати, я могу разделить вот это масло по квесту, потому что понадобится только 5. И я могу продать, точнее не продать, а поменяться с кем-то, у кого есть ливер кабанов. Неплохая, в принципе, идея, с одной стороны, но с другой стороны, это лишает фарма лишнего и заработка. А масло я не знаю, ну, не жаль, могу я отдать бесплатно. О, и здесь награда. Нормально. Ботинки сойдет. Так, ну приятно. Не так много времени прошло, я уже вот сколько тут шмоток достал. Плащ. Ботинки, штаны. И ремень, по-моему, выбил, да. С мобов. Так. Ну идем туда кабанов валить. Так, сразу же кабана перенаправляем. Лутаем, и тут опять, конечно же, ничего. Спасибо. Я вас понимаю. Угу. Отлично.
Блин. Драник. Ага, очень. Окей, тогда... Ну ладно. Затрейдимся с Драником. А, вот, кстати, этот воин, про который я говорил недавно. 1300 хп. Дредблейд. Такое чмо. Эх, был бы у меня сейчас шмот и левел соответствующий. Я бы от лишнего ПВП не отказался, даже если бы я проиграл. Могу, в принципе, ему даже отдать это масло сразу. И не жалко. 5 штук. Думаю, он знает, что можно сделать. Так, ну я пойду дальше тогда кабанов фармить. Отлично, тогда карту мне не придется собирать. Я тогда ее сейчас сразу активирую. Завершу ее и также передам следующему. В принципе, можно, наверное, даже сейчас. Кабанов, так уж и быть, отложу. А вот карту Сандерса сделаю сейчас. Чтобы меньше был левел рейндж между игроками. И просто отдам. Также кому-нибудь. Так. The Old Church of Westfall. Точно. Я и забыл. Abandoned Letter. Там такая будет поначалу цепочка, интересно. Ну как интересно, просто поговорить туда, сходить и так далее. Поэтому можно будет сделать. Так, что это у нас? Серебролист. Угу. Можно взять. Точнее, не можно, а нужно. Да. Только 24-й. Навык. Маловато. На 20-м, наверное, вот надо будет точно собраться и пофармить травы. Побегать по карте.
Особенно в стартовой локации, в том же Тельдрасиле побегать. Тем более у меня будет ускорение. Аспект гепарда. Я вот пофармлю. Так. Надо расчистить путь. Так, так, надо думать, надо думать. Надо отойти немного. Блин. Не-не-не, не так, не так. Ну да, конечно, надо же миссать. А, все же, по-моему, питомцу. Текай. Вот теперь надо валить точно. Так, на всякий случай сразу же выпьем. Да. Эх. Блин, опасно. Хотя я, конечно, могу сделать иначе. Я могу... Могу просто... Так, еще раз... Блин, не тем батоном. Ну ладно. Я могу просто тогда питомцем сагрить, и он будет танковать, пока я буду брать сундук. То есть сначала мы как делаем? Вот так. И вот так вот. Все. А мы вот так вот просто сделаем. Все. Теперь бежим. Просто бежим. Run, Бор. Живи, кабан. Не хочу, чтобы ты опять умер. Все, нормально. Отлично. Жив-здоров. Боец. Отлично, тут как раз можно гнолов, кстати, зафармить, я это сделаю. Так, вот, аспект. Птички. Ну, набил так набил, отлично. Продаст. Кому-нибудь другому отдаст. Не страшно. Главное, что мы друг другу помогли. Условно. И я ему, и он мне. Без всяких там за деньги и так далее. По доброй воле. Он мне, я ему тоже скинул лишнее, мало ли. Тем более я не знал. Это вот самое главное. То, что хардкорщики вот есть те, которые прям помогают друг другу. И вот с такими я бы даже был бы очень рад играть вместе. В группе. Прям вот именно прокачиваться. Green Tea Leaf это что?
Instantly kills 30 damage, also restores. Вау. Интересно. А, так с этих шаманов так не падает. Нужны простые псы. Подзаборные. Блин, сосед сверлит. Прям сзади. Или где он там? По шуму непонятно, надеюсь. В микрофон этот лишний звук не попадает. А то я недавно повысил чувствительность его. Так, 8 лап есть. Кабанов мы, правда, все еще так и не сделали. Ладно. Пока делаем карту. Думаю, пока я сделаю квест на карту, апну 16, кстати. И, в принципе, наверное, я все-таки приобрету обилку вторую, вот, которая Орлиный глаз, по-моему, да, называется. На всякий случай для разведки, там, обстановки. Не для ПВП, а вот именно для ПВЕ, чтобы знать обстановку, сколько мобов надо там завалить, условно, да. Все-таки пригодится, я думаю. Альтеракская долина стартовала. 51-60. Блин, я походил, кстати, на Альтерак. Говорят, Альянс чаще побеждает его. Так, следующая подсказка где-то здесь. По-моему, в бочке. Вот. Вот она. Так, теперь бежим к предпоследней части. Вот здесь. Там будет кувшин. Маленький синий. И вот оттуда меня уже направят, соответственно, на остров. Там я сдам квест в сундучок. Его сдам. И я получу награду. Так, надеюсь, места маловато. Ну ничего, освободим, если что. Так. Залутаем земляной корень. Походу, чувак хотел, да, воин. Земляной корень залутать. Ну, сорян. Кто успел, тот и съел. Так, а кишки не кушает. Понял. Так, тут кто за трава? Major Royal? Не. Так, ну вот он. Там кувшин этот синенький. Да, целых 4 шмотки получу награду. И вот, кстати, рубашка. По сути, правильно сделал, что я вот не выбрал рубашку. Тогда, когда я делал квест в Тельдрасиле. Так, а что я еще получу? Captain Sander. Так. А, блин, тут не видно.
Что там было? Серебряный слиток. Рубашка. Ремень, по-моему, 2 хп и 2 духа дает, да? По-моему, бесполезный. А, и сумка. Блин, что я быстро забыл. Ну ладно. Сейчас мы все это залутаем. Сколько мне свободного места? Крайне мало. Так, ну я думаю, можно, наверное, эти подсказки уже удалять. Потому что они не требуются для сдачи квеста. Если я не ошибаюсь. Опять же. Так, отлично. На 16-м я смогу надеть свой новый лук. Который в целом, ну, небольшой апгрейд мне дает. Скорость. Да и в целом урон, и ДПС тоже. Нормально. Да, 8-слотку дает. Круто. Так, вот мне и 16 левел сразу. Сюда. Талант. Найсы. Так. Так, покормим нашего кабана. Так, ремень, ну, можно просто надеть для коллекции. Рубаху меняем. Надо будет продать и потом переодеть сумку. Плюс 2 слота все-таки. А сейчас они мне очень как нужны. Ну и, наверное, все-таки сделаю себе бинты все эти на всю ткань. Лишнее опять же продам. В принципе, наверное, вот это вот тоже листики чая продам. Нафиг надо. И, наверное, я вот сейчас вот на 16-м. Так, какого цвета у меня квест на кабана? Зеленый, отлично. Сейчас я полечу тогда в Штормград. Потому что там как бы берется следующая часть на Harvest Golem Mystery. Заодно его возьму. И плюс соберу все вещи, которые могу продать. И, наверное, вот здесь вот вернусь. Прям вот на нашей базе Альянса. Тут вот Sentinel Hill. Буду спамить в чат. Что буду продавать вот такие там вещи. Точно, забыл. Надо отдать эту карту. По сути, ее можно передать. Что, оказывается, я не знал. Получается, могу это прямо сейчас сделать. Хардкор 16 плюс-минус. Да, плюс-минус. Как говорится, плюс-минус 5 левелов, как я помню. Отдам я прямо сейчас, все. Освобожу место.
Лаурел, хорошо. Так, ну вот. Отлично. Тогда мы сейчас вот это все продадим. Так, ну вот. Снова передал. И пусть он также передает эстафету следующему. Так, ремень, значит, мы продаем. Лук я уже не буду носить. Рубаху продаем. Так, сумку переносим и меняем. В принципе, сразу могу и продать. Так. И вот так вот, меняем местами. А, вот этот чай тоже нафиг нужен. Так, ну что, сдаем. Там, да? Speak with Barros Алексton. Ну что ж, ладно. Так, тут ничего интересного. Продадим. Сразу же. Так, ну вот, вроде как... Вроде как все. Так, теперь мы отбываем Штормград. Ну вот, палатка стоит прямо у мастера полетов. К сожалению, ну никак. Не сбежать. Вот тут же сразу получил небольшой бонус к опыту. Правда, какие ценники, кстати, устанавливать, я вот без понятия. Но я вот гляну цену. Вообще, сколько она стоит у вендора. И просто чуть-чуть сверху. Я не такой мастер-продавец, ну ладно. Хоть какой-то навар-то нужно сделать.
Ух ты, у меня целое золотое... Золотая копейка. Найс. В принципе, могу сразу купить слот. Слот для банка. Просто чтобы уже был. Вот так вот. 10 серебряных все равно он только стоит. И что, у нас тигриный глаз, малахит. Ладно, эту сумку я оставлю. Пока что. Для банка. Так, а траву мы сдадим. И серебряный слиток тоже отдам. Сразу же бандажи сделаем. В принципе, по дороге и зайду, наверное, к тренеру первой помощи. Гляну ради интереса. На каком там навыке. По-моему, 80. Вроде бы 60 рано. А вот на 80-м там, по-моему, первые из шерсти и плюс антивеном обучаются. Второй игрок, который ошибается чатом. Так, лишнее продаем. Посмотрим, сколько у меня денег останется после покупки навыков. И тогда я подумаю, может быть, уже обучиться какому-нибудь оружию. Я вот подумаю насчет одноручного меча. Потому что если все-таки я решусь идти в подземелье, и первое это будет 100% мертвый копи, то там просто тонна различных одноручных мечей. Там и рапиры с бандитов, и сабли всякие пиратские, не пиратские и так далее и тому подобное. И из боссов тоже хорошие сабли падают. Поэтому, думаю, самое выгодное это будет прокачать мечи. На втором месте, наверное, ружья. Потому что в Красногорье уже появятся квесты, которые за вознаграждение дают ружье. Так, ну... Ладно. Да, 80. Окей. Так, поговорим с Баросом. Так, куда он меня теперь отправляет? В библиотеку или... Бишоп Фартинг? А, так это еще прям сюда. О, кстати, точно могу взять квесты сразу. Вот здесь, а. 2 квеста снаружи. Speak with brother Niels. Это тут уже надо будет идти на стартовую локу. Хуманов. Какой-никакой опыт все-таки. Поэтому ладно. Тем более там дальше будет поинтереснее. Там, по-моему... Вроде бы эта цепочка квестов доведет там до элитной части. Вроде бы, а вроде нет. Не знаю.
Так, сначала надо глянуть точно. У гномика доступен квест этот или нет. А, точно, еще и кастомный квест тут надо было взять. Да, и вот, Шони the Shilling. Вот. Сразу возьмем. Для галочки. Так. Тут взяли. Теперь в таверну еще 2 квеста возьмем. Блин, ну, конечно, не знаю. Как с этими подземельями. Вроде активно собирают. Может быть, это не так уж и тяжело? Но главное, на всякий случай апнуть побольше. Вот 20 ДМ. Ну, они, наверное, Dead Mines имеют в виду. Все-таки пишет Ван Клифф обычно. Пишет 22. Ну да, наверное, 22 вот самый такой оптимальный. Так, что у нас тут еще получается? Так, секундочку. Телефон. Так. Раз. Все, я тут. Надо было отвлечься. Так. Что мы делаем? Что мы делаем? Идем тогда в стартовую локацию человеков. Сейчас, в принципе, могу в чате Элвинского леса отписать о продаже тигриного глаза, малахита и вот этого вот сильвербара. Так, я смотрю, стрелы потихоньку, ну, кончаются. Потом. А, блин, я у тренера не был. Фак. Надо будет потом бэкнуться. Ну, у меня хотя бы есть этот вот камень возвращения. Так. Земляной корень. Ты где? Вот он. Так, отписать отписал. Теперь можно ждать. Может понадобится кому?
Получается 3 тигрина глаза, 3 серебряников. 30 копера, 2 малахита. То есть рыночная цена где-то 5. Я смотрю, пока как-то не очень. Тут, видимо, это не котируется. Ну, тогда спрошу. В Эстфоле. А если в Эстфоле никто не захочет, тогда уже в гильдейском чате напишу. Так, это мне надо наверх. Хардкор игрок под ником Ольга Бузова. Лол. Да дай ты мне поговорить, ё-моё. Так. Все. Так, точно. Теперь камень возвращения. И идем к тренеру. Смотрим, что там можно приобрести полезного. Заодно надо глянуть и пэт-тренером, мало ли. Что-то доступно. Блин, ой, сейчас вот вангую. Вместо одной золотой у меня останется одна серебряная монета, грубо говоря. Дорогое удовольствие, новые способности. В классике. Hillman Shoulders. Блин, хорошие наплечники. Defias кто? Лутер. А, понял. Это, по-моему, вот по второму квесту уже. Так. Ну, вроде не так много. Скербист я не буду брать. Distracting Shot тоже. Raptor Strike. Так, ну надо думать. Что я буду использовать в бою, как охотник? Учитывая, что я постоянно свожу всю роль в бою к кабану. А сам, ну, что я использую? Замедление обычно. Огненная трапа, наверное, мне не нужна. Вот Фрост трапа, когда появится, тогда другое дело. Raptor Strike, наверное, прокачаю. Why not? И Eagle Eye, как я и говорил. Чисто для разведки. Все остальное. Mongoose Bite, он как бы тоже только после доджа можно использовать. Такое себе. Посмотрим.
Когда пойду в данж, тогда, наверное, уже прокачаю. Так, P-трейнер. С 18-го. Окей. Максимально экономим средства. Ну вот, была одна голда, теперь 74. Неплохо. Так, надо поменять, значит, Eagle Eye ставим и Raptor Strike. Куда-нибудь, наверное, сюда. Штыки Байн точно не нужен на это заклинание. Нафиг надо. Так. Окей. Значит, обилки есть. В Штормграде сделали все. Блин, надо разобраться с этими кабанами. А то я совсем отложил этот квест. 3 из 8. Так и не зафармил толком. А, ну и продать, конечно, буду продавать. Может, кому-то понадобится. Вещички. Так, это ну что? Травы в банк положим. Думаю, алхимию прокачать максимально как смогу. Вот на 20-м прям. Пофармлю травы. Конкуренции на травы вроде бы в Тельдрасиле прям по минимуму. Думаю, там и начну. Так, кабана надо покормить. Ну на. Кушай. Уровень доверия. О, апнул, кстати. 4-й уровень. Наконец-то. Максимальный вроде бы 6-й. Так, лететь можно точно. Ну вот, на 4-м, я думаю, он будет мало уже просить кушать. В отличие от 1-го. Когда буквально каждую первую, там, вторую минуту просил. Так, кастомный квест я взял. Этот квест, он тоже в данж, если я правильно помню. И там надо будет убить этого босса Мурлока по квесту. И как награда я получу пиратскую шапку. В принципе, неплохая награда. Она там даст 2 выносливости и 3 духа. Ну и плюс еще стильно. Как-никак, пиратская шапочка. Треуголка. И что там останется еще? Какой квест надо будет взять? Я не помню. 3 у меня есть. Банданы. И основной. На Эдвина. Я так понимаю, и это все, наверное, будет. Я знаю, что еще есть кастомный квест. По-моему, он берется по цепочке. Вот это вот, наверное, Harvest Golem Mystery. Но там прям вообще долгая цепочка будет. Поэтому, наверное, я его не буду делать до самого конца. Так, тут у нас что? Ага, надо сдать. В чате сразу же пропишем. Может быть, кому-то понадобится. Так, deliver harvest blueprint to Baltimore. А может быть это? Не, скорее всего, это цепочка будет в данж. Точно. И, по-моему, вот эта вот хата, да. Там надо будет сдать. Почему-то вот
Perfect Quest, именно даже который создан для черепахи, он почему-то вот не работает на кастомные. Именно вот на этот квест он плохо работает. Не отображает, куда надо идти и что сдавать. Так, ну, никто не хочет, я смотрю, покупать. Ну и ладно. Третий вариант в гильдии написать. Может быть, там понадобится кому. Find Larry Ryder. Ну это ладно, это потом. Окей, в гильдии напишем. Вот так вот. Блин, забыл добавить. То, что я за Альянс и Вестфол тоже все-таки Ярда и Альянс вместе в одной гильдии. Ну ладно. Что-то как-то не видно, чтобы люди хотели вот эти реагенты покупать. Все-таки для инженерного дела как бы подойдет. Аукцион в хардкоре вроде бы не работает, если я правильно помню. Тогда, если никому не надо, я просто тупо продам вендору. Зажрались игроки. О, кстати, даже в чате игроки пишут, то, что обучение для ханта очень дорого обходится. Вот с этим я, да, очень соглашусь даже. Прям обеими руками. Учитывая, что еще питомца надо обучать. Так, 3 из 8. Угу. Да, в гильдии никто не хочет покупать. Ну ладно. Карен с вами. Какой там был дроп рейт? 33%. 33%, и я уже убил, наверное, 20 кабанов. С тех пор, как я выбил третью штуку ливера. Офигеть. Душнота. As a hunter, you only need pet and auto shoot. Ну-ну. Конечно. О, наконец-то четвертая. Так. Там уже перебили кабанов. Так, вижу там. Целых два. Я так понимаю, я выбил еще. Еще один тигр. Да. Глаз тигра еще один. Так, сразу отправляем. Не так уж и много квестов, кстати, остается тут, в западном крае. Я еще, правда, не был у пирата. Опа. Так. Нет, 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 нет. Не надо. Но я думаю, его смогу убить. Dust Devil.
Фак. У него еще иммунитет к яду. Это тут, конечно, херово. И, по-моему, они дропают... О. Dust Bowl. Они, по-моему, дропают этот вот... как его? Порошок, который твинки используют на 19-м левеле. По-моему, именно они эту штуку дропают. Порошок, который кидает в сон. Неплохой контроль. Так, а щит у нас 7 серебряных. А вот не знаю, может быть даже толкнуть кому-нибудь. Какому-нибудь воину. Там Strength и Spirit. Да, воина может быть. Надо будет придумать какую-нибудь сумму. Ради порошка. Это вот те, которых я только что, да? Которые я только что забрал. Значит, я угадал. Я просто не спец в этом деле. Я заметил просто у меня в видосе на 40-м левеле, где я за паладина играл на БГ. Игроки использовали какой-то Sleep Dust или Dream Dust, не помню, как она называется. Вот мне кажется, что с этих вот мелких тоже она падает. Да, он самый. Просто у меня, по-моему, лично... Я, наверное, его никогда не видел. В своей практике. Ну, я их и особо не фармил. Сейчас он чисто так на меня напал. Я его не заметил. По неосторожности. Так, 6 из 8 вообще отлично. Еще 2. Так, а вот щит. Если вот 7 серебра, он стоит... Так, если продать. Не знаю, 10 или 15 каких-нибудь серебра, может быть, попробовать кому-нибудь толкнуть. Сейчас даже напишу в чате. Вот так вот. Блин, такое ощущение, что вот эти вот посильнее кабаны вообще не падают. У них эта штука. Ливер. Ай. Блин. Так, ладно. Пойдем туда. Так, никто вроде не написал мне, пока не. Блин, неужели никому не нужен щит? Вроде полезный, хороший щит. Да, он не дает выносливости. Ну и что? Как-то не хочется все такие полезные штучки скидывать вендору. Надо же как-то зарабатывать. Ой. Во, отлично. И еще одна. Еще одна. Я наконец-то закончу с этой мукой.
Да, покупателя не нашлось, ладно. Скину вендору. 7 серебра тоже нормально, по идее. Так, да, не успею. Надо идти обратно. Так, посмотрим там. Да, никнеймы поражают игроков. Некоторые. Тут недавно, когда сдавал один квест, в чате увидел, как хардкорный игрок погиб. А звали его Ольга Бузова. Как только не назовут. О, отлично. 4 кабана вижу. 5 даже. Так, и сразу
хилить, какой-нибудь паладин. Было бы удобнее. Я-то чуть что могу убежать. Питомца оставить как приманку, а вот разбойник... Ну, у него разве что, да, у него спринт есть. Ладно. Может быть, и разберемся без проблем. Тут, правда, вот нижняя часть будет более такая опасная. Там прям пачками сидят. О, кстати, попробуем завалить Dust Devil. Может быть, сейчас выпадет порошок. Так. А, вообще ничего не выпало. Ну, понял. Ладно. Игрок погиб от Lupine Delusion. Это, если не ошибаюсь, моб, который находится в Shadowfang Keep в крепости. В данже. Вот, соответственно, поэтому мне появляются сомнения, надо ли идти по данжам. Тем более этот моб очень опасный. Он спаунит еще дополнительных волков. И они вроде бы очень больно бьют. Так, это у нас кто там? Хантер. Хардкор он или нет, интересно. Так. Это тогда мы сдаем. Keeper of the Flame можно сразу ждать. Зелье. Ладно, на хп. Coastal Menace. Coast isn't clear. И Captain Grayson's Revenge. Отлично. Это еще один квест на данж. Да. Все верно. Так. Ну, это уже по усмотрению разбойника, где мы начнем. Где он хочет, там мы начнем. Так, хорошо, значит мы начинаем с топа. Непривычно на самом деле, но логично. По дороге, может быть, наткнемся на этого, на Мурлока, которого нужно по квесту завалить. Ну а я пока сдам квест, пока мы бежим. А если еще и получится, то залутаю часики. Если там не будет никого. Так. Проверяем. Пока вроде тихо, спокойно, никого. Да, отлично, тут люди ходят, они пока составляют конкуренцию. Ну вот и пусть. И золотая только часики. Так, Simple Compass есть. Теперь идем, сдаем квест на Harvest Golem Mystery.
Sand Fury Sky Skinner. Интересно. Это какой-то моб, связанный с Ульфараком? Так, ну. Recover the old engineering tools. The Smith. Окей. Окей, это в Мунбруке все делается. Понял. No problem. Хорошо. Тогда возвращаемся на дорогу и идем к Мурлокам. Разбойник уже почти там. Так, а питомец мне пока 15 левела, да.
Коустранер, вон еще одного вижу. Надо его взять. Так, это у нас откуда появился еще один игрок? Кито такой. Гридролл. Я один только? Ну ладно. Так, ну все, идем дальше. 7 есть. Дальше идут у нас, по-моему, воины. Но они появятся где-то тут. Да-да-да, вот тут вот, прям в середине. Надо сейчас просто пробежаться. Никого не трогать. Так, не понял. И чё, чувак там в группу присоединился и просто ливнул потом? Понял. О, рарник. Сларк. Так, по-моему, зовут Мурлока из Доты. Но я могу ошибаться. Так, еще главное не пропустить по дороге этого Олд или как там его зовут. Да, Мурк Ай. Мне его надо убить. Разбойнику тоже, я так понимаю. Он же все-таки спаунится там внизу и потом патрулирует, идет по всему берегу. Ну ладно, можем и тут пойти. Хотя немного опасно. Везде опасность. Это надо помнить. А, тут уже они уже начинаются. Ну ладно. В принципе, можно. Там не тот. Там оракул, а в корабле слишком... А там тоже оракулы. Не нужно. Так, что у нас тут пусто вообще? Так, эти чуваки не нужны. Тут вроде бы на горе будет один воин. А, ну вон еще. Так, надо отполить его немного. Вот так вот, чтобы он там не позвал на помощь братков. А то у них там и крабы. Они еще сетку вроде могут накинуть. Так, на горе там. Ну ладно, можно включить радар, посмотреть. Хантер. Ой, не, нафиг. Многовато. Кто там у нас плавает? Медведь? Так, воин. А чё, он сагрился? Видимо, на меня сагрились. Ну ладно. Обезьянка. Потка. Нормально.
Так, кабан, живи. Hunting Gloves. Это дяде надо. Как говорится, шмотка для хантера. Опа. Найс. А у меня вот это было. Перчатки фермера. Так, вот это вот лучше обойти. В смысле? А что, дальше их не будет? Воинов? Не, я думаю... Gotta kill hunters to get warriors to spawn. А в смысле? Серьезно? Типа вместо одного типа мурлока может заспауниться другой? Серьезно? Как-то по-идиотски звучит. Но все-таки ради интереса я проверю. Что у нас тут? Еще одна группа спереди. Вот с ними надо было объединиться. Так вот, как бы тут не сагрились на меня. А то 16-й. Еще один. Рарник. Ну да, их тут два обычно. Это я тоже помню. Морлок Хантер. Оракулы уже там начинаются. Ну не знаю, как-то я сомневаюсь. То, что он сказал. Так. Разбойник живет. Интеллект бафнул меня. Спасибо, конечно. Включим Камарадар. И... Одни охотники. Да, одни охотники. Не, я думаю, воины, они вот больше здесь спаунятся, чем там. Хоть и там показано, конечно, по квест-хелперу, но я сомневаюсь. Окей. Если там заспаунились, тоже неплохо. Потому что нам осталось, по сути, только два чувака.
Нормально. Large Rope Net? Вау. Это что у нас такое? Так, ну вот. Отлично. С воинами разобрались. Неплохо так. Сеточка. Чисто на всякий случай. Сейв дополнительный. Так, ну вон оракулы начинаются. Вот так вот, нормально цепанули. В принципе, не обязательно их даже тут убивать. Их можно вот как раз-таки возле маяка уже фармить. Потому что они там будут спауниться тоже. В нормальном таком количестве. Так, аккуратненько. Идем по набережной. Все ближе и ближе. К маяку. Так, тут еще оракулы. А, уже и тайтхантеры появляются. Отлично. Они уже 19 левела. Блин. Тут надо быть прям реально аккуратно. Прям вот. Ну, по одному.
Так, ГЦ кабана. Сойдет. Найсы. Но, как бы не знаю даже. Так, этого мы сейчас отравим. Тоже ядом. Ну, главное, ликвидировали. Как же они любят фризить, а? Так, ну ладно. Оставим этого оракула. Магу. Или погоди, что там разбойник делает? А, запулил еще одного. Окей. Ну, я думаю, там уже ближе к концу. Или? Как бы, ну я не знаю. Можем уже ближе к маяку пойти, и там уже разберемся. Так, ну он заспаунится здесь, я так понимаю. Так, оракулы, оракулы, оракулы. Тайтхантеры. Питомец пусть пасет этого Муркая.
Молодец. Тагнул пером. Бля. Оракул. Странная, да, группа. Так, ну что? Все квестики есть. Олдмуркай. Спирит. Опа. Ну, тут лучше вот это вот мы, конечно, возьмем. Вот так вот. Найс. Так, отлично. Получается, это, наверное, были самые такие по левелу высокие, я бы сказал, квесты. Так. Точно, надо в кузницу зайти. Взять шмотку по квесту. Так, тут эти, конечно, мобы повсюду. Надо аккуратненько. Потому что вот они стукают по голове больно. Тут лучше вообще не рисковать, ни в коем случае. Так, вот он. Окей. Золотали. Сюда. Так, стрелы. Надо будет стрелы закупить. Так, а кому возвращать-то? Карвы с голыми стилей. Tools for Baltimore. А, обратно к нему, окей. А то, блин, из-за того, что Quest Helper баганный в этом квесте.
А мне постоянно вопросительный знак тут показывает. Это немного путает. Причем показывает, как будто всегда этот квест выполнен. Так, он получается где-то здесь вот, в этом домике. Сдадим. Так, и в принципе можно в Штормград, наверное, сгонять. Сдать компас. People Militia, ну, наверное, уже в следующий раз сделаю. Defies Brotherhood. Ну, либо завтра, либо сегодня вот этим квестом завершу. Посмотрим, там много беготни, мне еще надо полетку открыть, точку полета. Это много времени займет. Так, что дальше? Help Multimore. Casting, да. Ну, допустим. А что делать-то? Ага, ну то я ожидал такую подставу. Точно, блин. Забыл. Его же не надо убивать. Его надо просто держать на агро. Ну ладно, пусть они сделают там свое. Надо переделать. Так. Вот так вот. И все. Все. Вот так вот. И я буду его хилить. Так. О,
Ну, думаю, тогда вот этот квест сейчас мы сделаем. Отправимся в столицу. Да, но тут, конечно, я думаю, будет более расчищено все. Тут народу куда больше. Вот поэтому я сюда и не шел. Так что здесь чаще всего нечего ловить. Ну, хотя, судя по внутренностям, не так уж и пусто. А, все-таки. Окей. Скроллов Protection. 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 Так. Сюда. Так, ну я думаю, так же до конца надо дойти, и там будут эти ящики. Ну вот, ну зачем? Вот, куда ты спешишь? Добей ты моба, подожди, видишь, пару секунд просто дождаться. Ей-богу, как обосравшиеся какие-то. Не втерпешь. Хардкорщики. Потом удивляемся, а чё люди так много погибают до 20-го левела? Что рвутся, блин, вперед вот так вот, как идиоты. Так, отлично, зелье. Зелья всегда пригодятся. No, I never meant to start a war. But what was I supposed to do? 34 левел, Хант, что ты тут забыл? Фармить ткань? Может быть. Так, что мне тут по свободному месту? Ну, еще есть, нормально. Так, стрелы вот не забыть. Лучше сейчас даже куплю стрелы. Как сдам квест? Hardcore character Onisi has fallen to Gazuz. Кто такой Газуз? Какой-то орк? Интересно. 14 левел, наверное, какой-то по квесту орк. Так, это надо пойти аккуратненько. Так, есть. А, вот. Кстати, на Dead Mines. Квест. Отлично. Наручья. Неплохие.
Ремешок тоже, кстати. Но чуть что, если мне не покатит ни то, ни другое, я могу просто взять вот двуручную майсу и потом продам ее. Я уверен, она там будет, ну, солидную копеечку стоить. Так, окей, ладно. Old Church. Ага, ага, ага. Окей. Тогда мы возвращаемся в Штормград. Сразу покупаю стрелы. Сдаю квест. 2 квеста, точнее. И тогда буду заканчивать на сегодня. Такс. Починимся. Продадим все вот эту вот бесполезную фигню.